дамы и господа! Сегодня мы будем говорить и покажем вам душевую кабину в нише. Почему в нише? 3 стены, 4-я часть будет остеклена. Душевая большого размера. Но давайте сначала традиционно начнем с условий монтажа. Помещение санузла. Вот у двери у нас находится полотенцесушитель. Здесь будут какие-то там крючки для полотенец или халатов. Дальше у нас вот запланировано место душевой кабины. Вот выведены уже вот держатели подклеечки, установлен трап, сделана разуплонка плитки. Смотрите дальше, значит, здесь будет умывальник будет с тумбой, зеркало и в углу будет унитаз. Конструкция вот именно вот мы подбирали, исходя из вот этих вот условий монтажа, то есть просили сделать большую кабину. Хозяева хотят сделать большую кабину. Что у нас запланировано? У нас запланирована дверь двустороннего открытия крепления вот на этой стене. На эту сторону будет установлена стационарная перегородка, то есть неподвижное стекло. Сразу скажу, что расстояние между стенами 1680 мм, то есть широкое пространство, 2 стекла запланированы, подвижное и стационарное. Обращаем внимание на место установки лейки. То есть, когда мы были здесь до окончания вкладывания плиток, точнее не так, даже еще только не было никаких плиток, вот хозяева, вот сантехники прорисовали место монтажа вот этих леечек, немножко асимметрия в углу. После того, как плитку купили, как сделали разборку, то есть все-таки вот решили ставить по центру проема. К чему это привело, на что это повлияло, я вам расскажу обязательно чуть-чуть позже. Крепление неподвижного стекла в стену будет при помощи П-профиля. Почему П-профиля? Обычно мы всегда, конечно же, начинаем комплектовать душевую кабину, и вот на стену мы рекомендуем устанавливать крепежи, угловые крепежи. Но в данном случае стена немножко завалена. Значит, здесь будут еще и высокие стекла, высота стекол будет больше 2 метров, стена завалена на 6 миллиметров. То есть вот крепление в П-профиль нам позволит максимально скрыть этот перекос стен. И несмотря на это, мы неподвижное стекло все равно раскроили, изготовили немножко трапеции для того, чтобы оно глубже зашло в профиль, надежнее зафиксировалось. Ну, кроме того, будет обязательно дополнительный крепеж в пол. Вот будет крепежная штанга будет очень интересной модели, и это вызвано и размером проема, и вот именно местом установки вот этой леечки. Об этом расскажу вам обязательно позже, дождитесь, пожалуйста, окончания монтажа. Итак, мы продолжаем монтаж душевой кабины в нише, большая душевая кабина, которая в нише. Смотрите, штанга не установлена, сразу обращаю внимание, вот как ведет себя стекло, если вот видите, штанги нет, стекло шатается. То есть при таких размерах, при любых размерах стекла больше 40 сантиметров, крепежная штанга просто необходима. Итак, рассказываю, какая у нас замечательная, интересная была ситуация вот именно по подбору штанги в этой кабинке. Значит, мы комплектовали душевую кабину, согласовывали модель петель, варианты распахивания, размеры, модель ручек, уплотнение. Все это, когда плитка еще не лежала. И когда вот мы здесь были, вот я еще обратила внимание, что вот леечка была расположена немножко она была вот расположена вот здесь вот как бы не по центру, а вот смещена немножко в угол. Фурнитуру скомплектовали, заказали, привезли, тем временем плиточники чудненько заканчивали выкладывание своих работ, выкладывание плиточки на стены. Для снятия размера стекла необходимо уже, чтобы плиточные работы были завершены. Когда приехал мастер на замеры, чтобы снять размеры стекла, нас ожидал сюрприз. Абсолютно нормальное желание хозяйки. То есть она просто сместила душевую лейку абсолютно вот по центру этого проема. Прекрасное желание, нормально. Но смотрите, к чему это привело, что у нас получилось. У нас была запланирована штанга для крепления вот этого стекла. Вот оно без штанги шатается. Была запланирована штанга маленькая наша, мы ее уже много-много раз показывали, сечение 15 на 15. Она должна была быть установлена вот эта вот часть, которая на стекле вот здесь, и глубина душевой кабинки метра должна была иметь крепление на стену. Но вы же понимаете, да, что вот в такой ситуации ставить такую штангу нельзя, почему мы четко попадаем вот под воду.
Какие были другие варианты решения? Значит, вот эта штанга, она может быть закреплена к стене не под 90, не под 45, а под произвольным плавающим углом. То есть мы предложили решение сделать немножко асимметричную штангу, закрепить вот стекло и вот крепление к стене, то есть штанга вот так вот немножко наискосок асимметрии. Этот вариант не понравился хозяевам. Значит, искали другие, значит, еще, то есть вот такая вот штанга 15 на 15, сечение, квадратный дизайн, то есть ребра, она жесткая, но жесткая при длине штанги не больше 1200 мм. При более больших размерах этой самой штанги она уже утрачивает свою, то есть она не может выполнять вот эту вот, она уже сама шатается, она не выполняет свою функцию фиксирования стекла. Здесь, повторю, ширина между стеночками 1680, то есть, ну, как бы, если было бы меньше, можно было сделать Т-штангу, крепление стена, и Т-отросточек вот как бы на это стекло. То есть при таких больших размерах ставить маленькую квадратненькую штангу 15 на 15 нет смысла, она не работает. Нашли мы следующее решение, то есть если проем большой, нужна большая мощная крепежная штанга. Большая, это большая по сравнению с 15 на 15. Штанга, которая будет установлена здесь, вот она сейчас находится в углу. Здесь это установлено, вот ее, вот она установлена в углу. Но с такой большой штангой, конечно, работать неудобно, то есть я вам это все покажу на выставочном образце, который у нас находится всегда в кодексе. Значит, эта штанга стена стекло. Она имеет большее сечение, она телескопическая, она тоже в квадратном дизайне. Это штанга стена стекло. Мы будем устанавливать штангу стена-стена, то есть вот эти вот, то есть штанга, которая будет здесь установлена, она просто имеет вот два крепления на стену, и здесь вот будет Т-переходничок, который тоже зафиксирует это стекло. То есть такая штанга, она вот будет находиться внутри кабины, и она вот не будет, конечно же, попадать под воду, и она зафиксирует наше неподвижное стекло. После того, как мы завершим монтаж, после того, как мы установим здесь полочку стеклянную, обязательно покажу вам, что у нас получилось после завершения монтажных работ. Дождитесь, пожалуйста. Итак, монтаж душевой кабины, монтаж нашей интересной штанги завершен, то есть все, конструкция собрана и готова к эксплуатации. Значит, смотрите, пожалуйста, еще раз вам покажу. Вот в руках у меня вот эта телескопическая штанга, ее размер, и вот маленькая наборная, вот из-за размера, который мы не могли поставить. Да, эта штанга кажется больше, но посмотрите, она кажется больше, когда она у меня в руках или в офисе на столе. Посмотрите на этом размере, еще раз повторяю, 1680 расстояния. Посмотрите, как выглядит эта штанга. То есть, ну, ее категорически нельзя назвать громоздкой большой. Свою задачу фиксировать вот это большое стекло она выполняет. Итак, что у нас получилось? Значит, дверь у нас открывается в обе стороны. У нас использованы петли серии Фламиа. Петли имеют очень закрытие, то есть вот такие вот на такой большой кабинке, они выглядят маленькими, аккуратными. Любимая наших заказчиков ручка квадратная скоба. И вот как уплотнители, порожек, все, в общем-то, дополнительный крепеж в пол, неподвижное стекло закреплено в профиль. Вот распахивание двери. Вот дверь открывается наружу. Вот дверь открывается внутрь. Значит, обращаю внимание, что это штанги, все вот эти штанги, они накладные. То есть, видите, очень важно учесть при распахивании двери внутрь, чтобы штанга, есть штанги просто не накладные, а вот через сверление в стекле, тогда они будут мешать распахиванию двери. И вот как бы вот эта дверь, вот ее распахивание внутрь. Вот вид штанги изнутри кабины, то есть квадратная, большая, телескопическая, мощная штанга. Штанга, стена, стекло, и на нее установлен вот Т-соединитель, который, в общем-то, из-за которого у нас, в общем-то, возникла необходимость этой штанги. Да, самое надежное крепление вот неподвижного стекла это к стене под 90, но здесь вот из-за расположения лейки мы были вынуждены найти другое решение. Обращаю ваше внимание на чем доукомплектована эта кабинка еще. Вот
Вот это ограничитель распахивания двери. У нас они есть разных моделей для разных условий монтажа. Значит, здесь, смотрите, здесь дверь открывает, здесь будут дети. Этот ограничитель просто одет на стекло. Его можно доустановить потом. То есть он не требуется в нем сверлений отверстий. Есть модели, которые через отверстие, вот смотрите, вот как он предотвращает вот возможный удар о стену. То есть ручечка наша, вот видите, вот такая, поскольку ограничитель односторонний. Вот видите, вот еще раз я покажу. Вот он, ограничитель, вот ручечка и вот как бы, то есть местоположение, оно выбирается там, чтобы вот этой толщины ручка он закрыл, ну как бы очень близко к петлям тоже не нужно, то есть это просто вот метод подбора. В данном случае мы подбирали место, но еще и симметрично вот держателю вот штанги, которая была вот на штанге у нас поставлена. Так, значит, ограничитель распахивания двери у нас односторонний, на всякий случай, на ручку просто вот мы приклеили амортизационный отбойничек, вот, ну, чтобы тоже вот защитить ручку от удара. Сейчас мы вам покажем с этой стороны. То есть там просто маленький вот этот силиконовый прозрачный отбойничек, который вот на всякий случай вот для защиты ручки от стены. Вот. То есть вот эта модель ограничителя, они односторонние или они идеально вот при одностороннем распахивании, то есть тогда вот они могут быть установлены. Есть ограничители для угловых кабин, есть ограничители, которые одеваются на неподвижное стекло и служат вот от возможного провала двери внутрь кабин. Вот, петли маятниковые, то есть уплотнитель устанавливается от петли до петли. Петля вот имеет механизм до закрытия, то есть это очень такая одна из старых уже давних проверенных, в общем-то, серий, которые вот есть у нашего производителя.